Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти, и я рада, что вы открыли мою обложку. Также, если я вам приятна как личность или если я вам понравлюсь, подписывайтесь, я буду безумно рада любому отклику, любой обратной связи. А в этом видео я расскажу вам о моем отношении к нержавеющей стали, а именно к нержавеющей стали с AliExpress. Я давно увлеклась этим интересным понятием нержавеющей сталью. И знаете, я вот сегодня, хотя и надела на себя в основном золотые украшения, но я стала обращать внимание именно на нержавеющую сталь. И вообще вот это слово «стальной» в этом прилагательном, в нем столько силы, столько уверенности, столько характера. И этот металл постоянно, например, выводят из зоны комфорта. Его то накаляют, то нагревают до критических температур, то резко охлаждают. И он претерпевает все эти изменения, при этом будучи очень интересным, таким холодным, красивым. Ему все нипочем. И вот я заказала на AliExpress украшение из этой нержавеющей стали. А есть вообще точное понятие, это сталь 316L. И вот решила немножечко поменять металл, который я буду носить. Вообще, это такая вот сталь, она такая стойкая, независимая, в холодной гамме оттенков. И именно вот есть даже поклонники ювелирной люксовой бижутерии, которая делается именно из нержавеющей стали. Кстати, именно за стальные оттенки многим так понравилось радированное серебро, ведь оно напоминает именно цвет стали. Цветовая гамма вот этой стали, она такая стильная, современная. И я не удержалась и решила заказать украшение на AliExpress, а именно это будет 3 сережек, колечко и браслетик. Некоторые украшения будут под какой-то бренд, а именно Cartier. И 2 украшения будут уникальные, которые не относятся ни к какому бренду. Раньше я настороженно относилась ко всем вот этим вот подделкам, но, знаете, разные времена бывают. И денежные, и не денежные. Не всегда же можно себе позволить не то что Cartier, Tiffany, а даже простое золотое колечко иногда как бы и не купишь. Потому что все-таки золото такой дорогой металл, а можно обратиться вообще к AliExpress, купить стальные украшения, которые переживут все, как я вам рассказала. Итак, давайте приступим, уже наконец-таки рассмотрим все, что я купила на AliExpress из нержавеющей стали. И я даже вам расскажу о преимуществах нержавеющей стали, не то что перед другими металлами, а даже перед серебром. Давайте вместе рассмотрим все мои покупочки, и вы напишите, согласны ли вы со мной. Вот первые изделия из нержавеющей стали, которые я заказала на AliExpress. Это сережки, также колечко и браслетик под Cartier. Вот решила такой заказать базовый набор под желтое золото из нержавеющей стали. И давайте сначала рассмотрим эти сережечки. Я не ожидала, что они мне так понравятся, долго думала, заказывать их или не заказывать, и все-таки решила заказать. Вот такие вот сережки, нержавеющая вот эта вот сталь расхваленная. Очень красиво они переливаются. Кстати, хотела обратить внимание, что свои изделия из нержавеющей стали делают такие бренды, как Calvin Klein, Fossil, Polis, Dolce Gabbana, Jewelry, Elixa. Представляете? То есть очень такая мировая ювелирная бижутерия делается из нержавеющей стали. Значит, это достойный материал, металл, и я не брезгую даже заказать на AliExpress, не побрезговала, и с удовольствием теперь ношу эти сережки. Значит, давайте поподробнее рассмотрим их замочек. Здесь замочек, насколько я понимаю, конго. С одной стороны камушков нет, с другой стороны камушки есть. Вот так вот выглядит замочек.
Сначала он ходит туго, но потом все замечательно. Мне очень нравится этот замок, он очень удобный. Сережка красиво смотрится в ушках, камушки переливаются. Заявлено, что это кубический цирконий или фианитик. Вот так вот со всех сторон. Внутри никакой надписи Cartier нет, но человек знающий, если посмотрит, он увидит, что даже если написано Cartier, это наверняка не Cartier, но вот на AliExpress именно вот этот бренд не написано здесь Cartier. Наверное, за это надо дополнительно доплачивать. Ну и вот такие вот интересные сережки, то есть, я так понимаю, из нержавеющей стали с напылением. Это напыление очень, кстати, надежное, ПВД напыление. Давайте посмотрим продавца. И пришли эти сережки, хочу отметить, вот кроме того, что в пупырчатом таком пакетике, еще их положили в этот пакетик и в этот. Все надежно, хорошо, то есть с уважением относятся к покупателю. Вот женские серьги, кольца из нержавеющей стали. У меня gold, то есть под желтое золото, $1.92. И сейчас название магазина скажу. Lead Top 1974 Store. Вот такие вот сережечки. Можно их подробненько посмотреть. В трех цветах напыления они представлены. Здесь подороже стоимость. Я всегда смотрю также описание, где можно очень подробно найти точное описание, то есть нержавеющая сталь. Очень важная характеристика для меня — это ширина 4 мм. Я не хотела громоздкие сережки. Также здесь написано, что, ну вот неправильный перевод, отполировано, то есть гладкий такой металл напыления, 16 мм высота, даже вес указаны. Как выглядят сережки со всех сторон, причем здесь реальность соответствует ожиданию. Даже подумываю о том, чтобы купить вот в таком вот цвете металла, потому что я в основном ношу серебро. Также я обращаю внимание на такую характеристику. Вот здесь написано нержавеющая сталь, также размеры, и все замечательно. Также они написали 18 карат gold, что покрытие 18 карат. Ну, не знаю, может быть ПВД покрытие и такое. Но вот такие вот серьги. Очень довольна ими. Мне нравится, как они смотрятся на мне. Если вообще говорить о нержавеющей стали и украшениях из нержавеющей стали, то есть ощущение, что вот сегодняшняя мода, она вообще такая вот взяла направление на ювелирную бижутерию. Сейчас вот модно минимализм, лаконичность, герметичность форм. Самое главное еще иногда и массивность. Ну, я сильно массивные украшения не люблю. И давайте перейдем теперь к колечку. Вот на цитриновой палочке сначала его покажу. Вот так вот выглядит колечко под Cartier. Очень красивая, на мой взгляд. Мне нравится и его вот эта вот высота, ширина. Оно не громоздкое. Давайте я примерю на пальчик. Вот так вот выглядит. Я заказала в размере 6. Покажу сейчас пакетик. Вот в таком пакетике. 6 размер. То есть я уже разорвала. На нем была прикреплена эта бирочка. И вот так вот смотрится колечко. Очень мне нравится вот это вот напыление под желтое золото. Давайте рассмотрим колечко со всех сторон. Оно такое гладенькое, удобное, не мешает движению пальцев. Вообще, я даже тоже думаю, может быть, купить еще наборчик вот под серебро. Потому что все-таки сталь, она очень похожа на радированное серебро. И вот так вот переливаются камушки. Сколько здесь камушков? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, вот такое вот колечко. Красивое, гладенькое. Внутри надписи Cartier нет, но мне и не нужно. Вот стоимость моего колечка. $1.83. Посмотрим его подробнее. Здесь магазин уже Bobo II Official Store, причем мне сначала не удалось заказать колечко у них, они вернули мне денежку, то есть они хорошо общаются с покупателем, и второй раз был удачный. И здесь так и написано, что оригинальное кольцо Bobo II из титановой нержавеющей стали с кубическим цирконием. И вот так вот выглядит колечко в разных
цветовых гаммах, то есть можно комплект заказать. Вот. И здесь вот подробно написано, что здесь у нас высота 4 миллиметра, то что это нержавеющая сталь, также 3 раза позолочена, вот не знаю насчет этого, то есть напыление надежное. Вообще ПВД напыление, оно очень надежное, оно, наверное, только спустя год или полгода сойдет с кольца, причем его можно носить свободно и не снимать, когда моешь руки. Здесь используются кубические цирконии, неправильное название циркон. Циркон — это природный камень, здесь кубический цирконий, ну такой перевод, 3А. То есть камушек блестит. У меня есть кольцо, где используется кубический цирконий, тоже с AliExpress. Здесь у нас 5А, вот он так переливается, 5А. Здесь 3А, но тоже неплохо переливаются. Причем у меня все колечки мои, они с AliExpress, и все замечательно носятся. Единственное, вот это кольцо, оно темнело, но когда я почистила в ювелирной мастерской, оно перестало у меня темнеть. Представляете? То есть лучше чистить в мастерских. Храню просто в коробочках. Или просто лежат иногда у меня на тарелочке специальной, декоративной. Поэтому мне везет с AliExpress, поэтому вот решила попробовать нержавеющую сталь. Также здесь колечки есть в 6 размер, 7, 8, 9, под желтое золото. Они так и здесь и перечисляют цвет камня основного. И все можно рассмотреть. Кто носит желтое золото, кто серебро или сталь, как белое золото и розовое золото. Все замечательно. Описание прекрасное, со всех сторон рассмотрено это колечко. Также характеристики я посматриваю, чтобы знать точно, что это нержавеющая сталь. Почему-то материал горный хрусталь, наверное, они так назвали, кубический цирконий. Вот ширина поверхности 4 мм для меня очень важна. И вот такое вот колечко интересное. Очень рада этой покупке. И давайте перейдем уже наконец-таки к Cartier, именно браслету. Их очень много на AliExpress, но мой первый заказ был удачный. Оно гладенькое, оно красивенькое, красиво переливаются камушки. Очень мне нравится. Внутри надписей никаких нет. Открывается оно достаточно туго. Я даже сына просила мне вскрыть этот браслет. Но может быть еще замочек разработается. Но здесь надо так вот поднажать то ли вниз, чтобы открыть. Вот я при вас нормально открыла. Видите? Давайте подробненько посмотрим. Вот такой вот здесь замочек. И я сейчас на себя его надену. В отзывах было написано, что на более полную ручку не подходит. Лучше покупать на ручку там в объеме 16-17 сантиметров. И вот я на себя надела этот замечательный браслет. Вот так вот он смотрится. Вот этот можно убрать. Ну, пускай будет. Кстати, этот браслетик, ниточка тоже у меня с AliExpress, очень хороший. Он подороже, чем этот, но носится каждый день. Не моюсь в нем, и ничего не происходит. Больше года ношу. Просто невероятный браслетик. У меня есть видео, отдельный плейлист с украшениями с AliExpress, если интересует. Просто очень хороший браслет, надежный. Хоть и ниточка. Ну и вот так вот смотрится этот браслет под Cartier. Давно хотела, толстый сильно не хотела. Вот тут то, что надо, вот по ширине. И вот так вот он смотрится вместе с колечком. Вот такой вот наборчик у меня получился. Мне очень нравится, как он смотрится. Ну вот можно и поносить Cartier с AliExpress. Красиво, так изящно получилось. Я не ожидала, честно. Мне здесь нравится все, ничего не поцарапано, все гладенькое, красивенькое. И давайте почитаем поподробнее, что же это за браслет. Тоже отзывы на него хорошие были. Здесь уже магазин G-Mango, роскошный. Стоит браслет $2.69. И давайте про него подробненько почитаем. Тоже здесь написано нержавеющая сталь.
Но здесь, как видите, уже 4 расцветки браслета. Давайте посмотрим рекламу. Вот так. Вот черная еще мне нравится цвет под сталь. И вот здесь все характеристики расписаны, как смотрится на ручке этот чудо-браслет. На внутренней части написано «Steel». Сейчас посмотрю. А на моем браслетике не написано этого слова. Не знаю почему, но не написано. Давайте его снова при вас одену, что это очень легко. То есть можно одной справиться. То есть сомкнулось все, и все замечательно смотрится. Очень мне нравится этот браслет. Благодаря AliExpress можно поносить и роскошь. Тем более сталь и ПВД покрытие, это все очень надежно. Попробуйте заказать, вы просто попробуйте. Вот я рискнула и очень довольна. Вот черный цвет мне очень нравится. Просто я люблю покрытие родием и обычным родием, и черным. И вот если выбирать, то есть под желтое золото, под розовое золото, вот черное напыление и просто цвет с голубоватым отливом. И давайте почитаем описание. Вот такое вот подробное описание, как у колечка, тоже 3 раза позолоченный, нержавеющая сталь. Очень важная характеристика, 4 мм есть на просторах AliExpress и пошире браслетики, кто любит. Не все же любят тонкие браслеты. И цирконы используются тоже 3А, то есть они будут блестеть. Вот так вот выглядят все виды браслетиков в описании. Люблю описание смотреть. Там все подробно расписано. И также в характеристиках написано нержавеющая сталь. Материал тут уже цирконий написали. Ну, надо писать кубический цирконий, но главное, что не циркон написали. Вот такие вот у меня изделия из нержавеющей стали. Вообще хочу обратить внимание на сам материал. Вот этот вот именно нержавеющую сталь. У нее есть даже точное такое вот название: нержавеющая сталь 316L. Об этом я узнала сама недавно, и это очень интересная информация. Вообще сталь, используемая в изготовлении украшений, отличается от обычной. Не думайте, что это какая-то обычная сталь. Ювелирная сталь — это нержавеющая, в которой к сплаву железа с углеродом добавлен хром. Он защищает металл от коррозии, создавая на поверхности стали тончайшую пленку, самовосстанавливающуюся при повреждениях. Ювелирная и хирургическая стали — это одно и то же, и то и другое понятие являются нержавейкой марки 316L, что широко используется в изготовлении медицинского оборудования. Кроме того, в силу своей высокой химической устойчивости она применяется медиками и для вживления ее в человеческий организм. У меня, кстати, вот эта рука левая, она была сломана, и мне вживляли болт в плечо, а потом его извлекали оттуда. Я думаю, что это тоже была, наверное, нержавеющая сталь. И причем вот вечный вопрос даже, какие серьги первыми украшали, например, вот вас после ушного прокола. Напишите. Меня украшали сережки, да, из нержавеющей стали, медицинский сплав. Потом уже были куплены золотые. То есть мне прокалывали пистолетиком, тогда только это началось. И вот первые сережки были из нержавеющей стали. Да, кто-то вот скажет, что золотые, но, как правило, в уши вставляются гвоздики именно из медицинской стали, ведь она гипоаллергенная, помогает проколотым ушам побыстрее зажить. Ну, у меня одно ушко быстро зажило, а второе не очень быстро, но это уже такие индивидуальные особенности. Поэтому материал достойный, материал интересный и требует обращения внимания на себя. Давайте перейдем к следующим сережечкам. Следующие сережечки выглядят вот так вот. Я сейчас достану их из мешочка. Просто я эти уже решила показать, как они были первозданно упакованы. Видите, они здесь даже вот на такой вот подставочке, то есть нержавеющая сталь написано.
Купила, честно, по хорошим отзывам. И на YouTube я видела у одного белорусского блогера и решила себе заказать вот тоже сережки из нержавеющей стали. Кстати, у меня уже есть, оказывается, опыт. Я поискала в своих заказах. У меня, оказывается, есть колечко из нержавеющей стали от легендарного бренда Ксюпинг или Юпинг, там как правильно называть, не знаю. Видите, такое колечко, оно такое сердечко, такое экстравагантное или кольцо будущего. Ну, мне нравится, что оно такое лаконичное, обычное, подойдет подо все и в то же время стильное. И также я обожаю вот эти сережки из нержавеющей стали. Они такие приятные, они такие легкие, не вызывают раздражения, не теряют цвета. Эти змеи, они супер эффектные. Там есть в разных расцветках, у меня есть видео, очень довольна вот этими двумя изделиями из нержавеющей стали, которые я нашла в своей коллекции. Оказывается, у меня есть изделия, я просто поинтересовалась этим вопросом. Ну и давайте перейдем к этим чудо-сережкам. Я их заказала, потому что они подходят под многие мои кулоны. Я даже покажу, что у меня есть такой кулон с AliExpress. Вот он с мистик топазом. Может быть, это и мистик фианит или мистик кварц, не знаю. И вот под этот кулон я заказала эти сережки. Будет смотреться очень хорошо. Мне очень нравится, как они смотрятся. Это просто незабываемое впечатление. И даже вот на девушке к этому кулону были одеты похожие сережки вот на фотосессии в самом AliExpress, там где фото выставлены. Поэтому не просто так я их заказала. Здесь тоже замочек Конго. Вот поближе показываю, как выглядит сережка со всех сторон. Я всегда показываю во всех подробностях, чтобы точно знать, что за изделие. И реально сережки, на мой взгляд, нереальные. Вот мне очень нравятся они. Замочек сначала туго ходит, потом все замечательно. Вот даже несколько раз показываю, все супер. Вот так вот они переливаются, очень красиво смотрятся в ушках, аккуратно, стильно, лаконично. Также есть такой вопрос, как же ювелиры и потребители вот творческих трудов смогли переориентироваться на недрагоценные металлы. Ведь плюсом ювелирного украшения всегда была его ценность. Покупая ювелирное украшение, человек делал вклад именно в свое будущее, но мир и его ценности изменились. Теперь немаловажным, а иногда и основополагающим фактором в выборе украшений является его дизайн, уникальность, долговечность и современность. Но не всегда же можно себя порадовать дорогим украшением. А тут такая красивая, долговечная, нержавеющая сталь. Почему нет? Также хочу сказать о преимуществах ювелирной стали. Вообще, вот сталь марки 316L, она идеальна по соотношению эксплуатационных характеристик, внешности и стоимости. Этот металл способен долгое время сохранять свой первоначальный вид, а по прочности и другим моментам он вообще даже превосходит драгоценные металлы. Так, стальные украшения не окисляются, как, например, серебро без покрытия, не боятся воздействия на них соленой воды, ультрафиолета, кислот. Стальные украшения не склонны к механическим повреждениям и не способны вызывать аллергию. И у них своя особенная эстетика, которую ценят и простые люди, и знаменитости, в числе которых, как я заметила, брутальные и стильные мужчины, а именно Дмитрий Нагиев и Джонни Депп. У них всегда очень стильные украшения, я всегда заглядываю. Кстати, несмотря на то, что сталь – это металл унисекс, к нему больше расположены именно мужчины, ведь золото и серебро не всегда выдержат мужской ритм жизни, они царапаются и гнутся. Сталь же металл более практичный и выносливый в этом отношении. И очень много изделий, конечно, делаются для мужчин из именно нержавеющей стали. У нас даже вот в торговых центрах, я замечала, есть отдельные островки, где именно такая мужская, брутальная представлена бижутерия из медицинской стали или нержавеющей стали. Но у меня вот такие вот лаконичные сережки, которые отлично подойдут и впишутся в любой образ.
То есть их можно сочетать с чем угодно. Давайте посмотрим продавца. Вот продавец, тут непонятное название такое, стоит очень бюджетно, $1.55. Давайте посмотрим. И так и написано, что это антиаллергенный титан, нержавеющая сталь, серьги с застежкой, инкрустированные кристаллами. Вот так вот выглядят они. Тоже можно в 3 интерпретациях купить. Под серебро, вот как я купила, под золото есть еще. И есть сочетание белого и желтого металла, 2 напыления. Вот так вот на девушке смотрится. Все замечательно, красиво. И очень стильные, на мой взгляд, сережки. Вот 3 расцветки. Я купила подешевле. Описание всегда смотрю. И описание здесь вот такое вот, подробненько. Тоже расписано и ширина, и высота, и 3 слоя покрытия. И какая-то даже, видите, написана поверхность, такая как будто замороженная, фростинг. Также полировка здесь очень такая точная, precious polishing. Также высокое качество, и вот здесь даже конкретизируется, какая сталь. Вот из всех изделий, которые я покупала на AliExpress, которые я вам показываю, только здесь увидела, что они конкретизируют, что это сталь 316L, нержавейка. И вот так вот представлен этот товар. Интересный. Ну, как видите, я избирательно подхожу к украшениям, мне же их носить, мне же их ценить. И раньше я не ожидала, что мне так будут нравиться украшения из нержавеющей стали. Также на примере этих сережечек хочу обратить внимание на преимущество именно нержавеющей стали перед серебром, но я бы хотела уточнить серебро без родиевого покрытия. Дело в том, что есть, на мой взгляд, 4 причины, почему нужно обратить внимание на нержавеющую сталь и отдать ей предпочтение даже перед серебром. Я обожаю серебро, это мой любимый металл, честно скажу. Я люблю его, несмотря на преимущество нержавеющей стали, но у нержавеющей стали, я признаю, есть преимущество. Первое, это то, что серебро надо чистить. Должен быть уход за изделием. За сталью не нужен такой уход. Его протер тряпочкой или помыл с мылом, и все в порядке. Второе, то, что сталь, она тверже и меньше царапается. Сталь, она более износостойкая. Третье, то, что сталь, она блестит. Можно купить и без кристаллов. Вот даже гладенькие такие вот сережки, и они будут блестеть. Невероятный блеск металла, а именно у нержавеющей стали. Но также серебро с родиевым покрытием блестит. Но у стали свой такой вот блеск стальной, с какой-то голубизной, что ли. Также 4, то, что цена серебро, оно дороже, а сталь дешевле. Вот такие вот 4 преимущества стали, я бы сказала, даже критерии. Также можно добавить, что сплав 316L, он гипоаллергенен, устойчив к воздействию морской воды, соли, солнца, не темнеет и не подвержен коррозии. Вот если мне удастся поехать на море, я возьму с собой стальные украшения и буду проверять их износостойкость. Но я уверена, что они такие вот износостойкие. Последние сережки, которые я хочу показать вам, это вот такие вот сережки, как будто такое бензиновое пятно на луже. Достала из разного мешочка и покажу их вам. Очень мне понравилась эта расцветка, этот раскрас, такой необычный. У меня не было таких сережек, они тоже из нержавеющей стали. Здесь очень удобный замочек Конго. У продавца представлены эти сережки тоже в разных цветах. Кто любит, кто носит по нескольку сережек в ушках, обратите обязательно внимание. Здесь тугой замочек поначалу, потом он разрабатывается, и все замечательно. Тоже очень удобный замочек. Очень лаконичные, стильные, такие единорожные сережечки. Вот захотелось их мне. Вообще я их тоже подбирала вот именно к этому кулону. Потом уже увидела, что на девушке
похожие вот такие сережки, но мне нравится, кстати, как сочетается вот это вот покрытие с мистик топазом. Очень тоже, на мой взгляд, будет красиво смотреться на мне. Я вам покажу в примерке. Это удивительно, конечно, на мой взгляд. Конечно, немножко разный стиль. Здесь такой винтаж, а здесь современные украшения. Но, несмотря на это, мне очень нравятся эти сережечки. Я буду их сочетать даже вот с таким винтажным украшением. Тоже с Алиэкспресс. Обожаю, люблю. Кстати, у меня этот браслетик тоже с Алиэкспресс. Очень хороший, бюджетный и на все времена, и тоже, можно сказать, износостойкий, хоть и ремешок черный. Все есть в моем плейлисте, вот такие вот украшения. Давайте подробненько расскажу про эти сережки, чтобы вы тоже создали, то есть создам для вас подробную такую информацию. Вот здесь такой вот магазин. Стоят они вообще бюджетно 0,89. И давайте подробненько их посмотрим. О, товар уже разобрали, мне показывает. Ничего себе. Ну, несмотря на это, вот, может быть, появится. Есть похожие, кстати, сережки. Их много на Алиэкспресс. Просто нужно поискать. И вот есть под серебро, под мое любимое черное радирование, также желтое золото и мои сережечки, которые я заказала, рискнула и очень этому рада. И хорошие на них отзывы, поэтому я и обратила внимание на эти сережки. Но так как их нет в этом товар разобрали, то описания характеристик нет, но здесь написано, что нержавеющая сталь, и я их уже носила, они не вызвали у меня никакого дискомфорта, очень они мне нравятся. Я вот пела оды именно нержавеющей стали. Тоже хочу обратить внимание, вот мною были куплены украшения вот с напылением, то есть нержавеющая сталь с напылением. Именно вот эти изделия под Cartier. Что касается этого напыления, то вообще, вот я их положу на ладошку. Про него тоже можно отдельно поговорить. Вообще, что же такое вот это напыление на нержавеющей стали? Это физическое осаждение паров металлов, напыление конденсации из паровой газовой фазы. Это группа методов напыления покрытия, а именно тонких пленок в вакууме, при котором покрытие получается путем прямой конденсации пара наносимого материала. Вообще вот этот процесс ПВД состоит в покрытии всей металлической поверхности именно тонким слоем различных металлов. Это может быть титан, поэтому в названиях многих украшений звучала не просто нержавеющая сталь, а титановая сталь. Ну вот добавляют титан, алюминий, вольфрам, молибден, железо, никель, медь, графит, хром. Их сплавов очень плотных и исключительно прочных металлосодержащих соединений. Покрытие выполняется в вакууме и обеспечивает эффективную долговременную защиту от царапин и повреждений. Вообще вот с помощью этих методов вакуумного напыления получают покрытие толщиной от нескольких ангстрем до нескольких микрон. Я вообще метролог по образованию, и систему Си мы очень подробно изучали, там есть эти единицы. Обычно после нанесения покрытия поверхность не требует даже дополнительной обработки. Это покрытие ПВД фактически равно по прочности даже сапфиру, прочность которого уступает только бриллианту. Но это еще не все. Вот это вот покрытие, оно обеспечивает защиту от коррозии, которая вызывает соленая вода и агрессивные моющие вещества. То есть мало того, что вот сталь 316L, она противодействует коррозии, так еще и покрытие надежное вот здесь. Плюс вот этому покрытию это долгосрочная гарантия от налета и потускнения. И, наконец, важно знать, что процесс ПВД является экологически безвредным, в ходе него не производится загрязняющих каких-то субстанций и не остается токсичных отходов, отравляющих нашу планету. Вот такое вот напыление. То есть в этом видео я постаралась раскрыть, почему я заказала нержавеющую сталь, почему я заказала украшения не только чисто из нержавеющей стали, но и с напылением. Я доверяю. И вот попробуйте, потому что изделия реально очень модные, лаконичные, красивые.
Вообще в ювелирной стали хорошо сидят драгоценные, полудрагоценные вставки. Вот это видно. И на ее нейтральном фоне они очень выгодно смотрятся. Это касается, ой, упала цитриновая палочка, вот этих вот сережечек. Очень красиво смотрятся кубические цирконии на фоне вот этого холодного металла. Кроме того, нержавеющей стали можно придать вот любой оттенок, как вот в этом комплекте под Cartier. Или вот в этих сережках бензиновых, как я дала им название. Причем не только вот эти вот оттенки можно придать нержавеющей стали, также постельные тона, до стандартных вот благородных оттенков. Выгодно на стали смотрится комбинация матовой и зеркальной поверхности, узоры, нанесенные с помощью гравировки, инкрустацию кожаных и каучуковых деталей, пластин из других металлов. Вот обычно мужская ювелирка, ювелирная бижутерия этим славится. И при подборе стального украшения важно, что металл был качественным. Содержанием в составе хрома более 12%, но так как это изделие с Алиэкспресс, то я не знаю, сколько здесь содержания хрома. Это если покупать такую дорогую бижутерию. Такая ювелирная сталь вообще послужит своему владельцу очень долго. При выборе украшений из ювелирной стали важно также обратить внимание на кольца, подбирая их точно по размеру. Ведь из-за высокой прочности в случае ошибки с вычислениями уменьшить или увеличить такое кольцо не получится. Ну тут дешевенькие колечки, поэтому если не подойдет, ничего страшного, можно подобрать другое, заказать. Но тоже обращайте внимание на размер кольца. Также вот это вот свойство касается колец из всех тугоплавких металлов, в числе которых и титан. Ну и как я сказала, я хочу вам отделить там, где упоминается титан в украшениях. Вот, например, вот здесь упоминается, что это нержавеющая сталь плюс титан. Потом серьги у меня вот эти вот, здесь упоминается у продавца, что это не только нержавеющая сталь, но и титан. И вот эти сережечки под Cartier здесь тоже пишут, что нержавеющая сталь и титан. А уже вот это вот кольцо Ксюпинг, там просто нержавеющая сталь написано, сережки со змеями просто нержавеющая сталь. Как ни странно, в браслете под Cartier тоже нержавеющая просто сталь написана. И вот в этих сережках тоже не упоминается титан. Ну, на эту тонкость, наверное, обратила внимание только я. Что касается титановых украшений, которые я перечислила, вот у меня упала цитриновая палочка, сережки и вот эти вот серьги, вот эта группка, тройка. Вообще титановые украшения, их фишки, но я точно не знаю, здесь так указал продавец, то что это и нержавеющая сталь, и титановые украшения. Вообще есть отдельная такая вот статья, то есть раздел титановые украшения, их фишки. Титановые украшения, они также успели полюбиться многим из-за нестандартности в ювелирных украшениях. Производство титановых изделий — это тоже сложнейший высокотехнологичный процесс, однако, несмотря на это, линейки и дизайны таких украшений достаточно разнообразны. Вот даже можно видеть по этим вот изделиям. Титановые украшения, даже объемные, они удобны в ношении благодаря тому, что этот металл, он достаточно легкий, чего не скажешь на первый взгляд. Эти украшения можно сочетать и с различными образами в одежде, так как в зависимости от температуры длительности и времени нагрева, цвета титана варьируются от желтого и розового до красного, фиолетового и черного. Помимо прочего, титан гипоаллергенен, как и ювелирная сталь. Поэтому похожи эти украшения. И также я нашла, что есть даже такой бренд, как Майорика или Маджорика, который производит изделия именно из титана. Но на этот момент я тоже обратила внимание, что вот именно в описании вот этой тройки, вот этих сережек под Cartier, вот этих сережек и вот этого колечка Ксюпинг из моей старой коллекции, что там упоминается, что это не только нержавеющая сталь, но и титановые украшения. Вот такой вот обзорчик подробненький. Попробуйте просто изделия из нержавеющей стали на Алиэкспресс. Они стоят намного дешевле, чем вы купите на островках или в магазинах. Почему нет? Почему не попробовать эти? Они выглядят очень красиво, лаконично и сами очень качественные. Вот мы и окунулись в мир нержавеющей стали. Мне было очень интересно и увлекательно заказывать украшения с Алиэкспресс именно из этой стали 316L.
или ее еще называют медицинская, ювелирная. Дело в том, что у нас в городе Минске, я проживаю в городе Минске, Республика Беларусь, в последнее время появилось очень много таких магазинчиков, островков, которые продают именно украшения вот под какие-то бренды. Даже могу привести один: Silver Moon, Серебряная луна. И я обратила внимание, что там такие довольно-таки дорогие украшения в продаже. Я поинтересовалась, посмотрела, примерила все эти украшения под Cartier, под Van Cleef, под Chopard, примерила их. И они такие довольно-таки дорогие, не 5, там, даже не 10 долларов, а 20 долларов и более. Поэтому мне было очень удобно обратиться к AliExpress и сравнить. И действительно, на AliExpress очень неплохие качественные украшения из этой нержавеющей стали. Как вы видели, некоторая сталь, она с напылением, которая очень хорошая, кстати, она тоже гипоаллергенная. А некоторые изделия сделаны чистой из стали. И мне очень нравится этот оттенок стали, мне нравится даже вот это напыление, то, что можно выбрать напыление, то есть кто носит, например, розовое золото, желтое золото, серебро. Я даже мало отличу, например, цвет стали от радированного серебра. И мне очень понравилось носить на себе эти стальные украшения, они все такие стильные. Их можно надевать и в пир, и в мир, куда угодно. И, например, даже побаловать себя а-ля Тиффани. Почему нет? Можно. Ну вот у меня появилась а-ля Cartier. Серьги, колечко и браслетик. Очень интересно, конечно. Напишите, как вы относитесь к нержавеющей стали, или еще ее называют титановые изделия. Также, как вы относитесь к изделиям вот стальным с напылением. Мне будет очень интересно встретиться с вами в комментариях. Также я есть во многих социальных сетях, таких как Telegram. Очень туда вас приглашаю, там у меня тепло и уютно, я всегда оповещаю, какие видео у меня выходят. Также буду рада видеть вас в Запретграм в Российской Федерации, у нас в Республике Беларусь пока что нормально все. Также приглашаю вас на Яндекс.Дзен, но больше всего я люблю встречаться с вами в комментариях на YouTube, поэтому очень жду от вас подписки, если я вам нравлюсь как личность, если вам нравится, как я преподношу информацию. Давайте встретимся, обсудим, обмоем всю эту нержавеющую сталь. Поверьте, она выдержит все. Пока-пока, увидимся в следующих видео.